Рассвет был еще мягким, отбрасывая бледные золотые полосы на воду реки Лангва в Замбии. Свет был тонким и прохладным, словно мир только просыпался, и легкий туман еще стелился над гладью реки, придавая пейзажу призрачную, почти нереальную красоту. Но для прайда львов Моисей эта кажущаяся безмятежность была лишь тонкой вуалью, прикрывающей подстерегающие опасности и скрывающей те угрозы, которые могли внезапно вырваться наружу. Это был большой, мощный прайд из 8 взрослых львов, сильных и опытных, привыкших решать судьбы и добычу в жестоком мире саванн. Но будущее всего прайда зависело исключительно от жизни одного хрупкого детеныша, маленького львенка по имени Кео, чей слабый стан и неопытность делали его уязвимым в любой опасной ситуации. Сегодня утром их миссией было преодолеть вроде бы простую, но на деле крайне сложную задачу – взобраться по высокой скользкой насыпи берега реки. Для Илы, опытной матери львицы, это было лишь очередным упражнением силы, ловкости и координации, проверкой ее выносливости и материнской заботы. Но для крошечного Кидо каждый шаг был настоящей битвой, полной страха и неуверенности, где каждая ошибка могла стоить ему жизни. Пока прайд напрягался, чтобы выбраться на берег, произошла трагедия, молниеносно преобразившая утренний покой в хаос. Кео с его слабыми лапками и почти полным отсутствием навыков лазания по отвесным и рассыпающимся поверхностям поскользнулся на треснувшей сырой глине, и это скольжение выглядело почти неизбежным, будто сама земля предала его. Щенок соскользнул вниз, не сумев вовремя остановиться, и в конце концов оказался в ловушке на маленькой хлипкой полочке прямо у самого черного, глубоко зияющего водного зеркала. Тишина утра разлетелась вдребезги. Внезапный разрыв спокойствия, от которого мороз по коже пробежал по всем членам прайда. Лейла резко обернулась, и из ее груди вырвался сырой жгучий рев тревоги, рвущий воздух и наполняющий пространство страхом и гневом. Он резко контрастировал с пронзительными, визгливыми и испуганными воплями Кео, которые эхом отдавались по стенам скалы над водой. Это был звук отчаяния, отзывающийся под крутой скалой и множащий напряжение, потому что единственная надежда прайда Муисе на выживание держалась теперь буквально на крошечном куске глины в экстремальном положении матери. Оказавшись на узкой полочке, Кео отчаянно царапал землю, стараясь удержаться любыми силами. Холодная влажная глина, налипая и соскальзывая с его крошечных коготков, предательски лишала его сцепления. Каждая попытка взобраться лишь еще больше истощала детеныша и подталкивала его ближе к бездне, заставляя всех вокруг чувствовать, как сжимается горло от безысходности. Кидо больше уже не выл громко. Страх сделал его голос другим. Он хныкал, судорожно и прерывисто ловя воздух, каждый вдох доставался с трудом. Все его тело дрожало, когда он осознал, что оказался совершенно один, лицом к лицу с угрозой, от которой не было ни укрытия, ни помощи. Между отвесным берегом и темной, манящей глубиной воды Кео понимал, что отделен от безопасности матери и от защитного круга прайда, и это осознание сковывало его движение и разум. На высокой насыпи Ила была в истерике от бессилия. Она носилась вдоль края обрыва, будто не ведая покоя. Каждое ее движение было пропитано тревогой, а ее рычание было свирепым, агонизирующим, словно раздирало ее изнутри. Она опускала голову как можно ниже, пытаясь дотянуться, но высота и скользкость берега не позволяли ей приблизиться достаточно, чтобы захватить детеныша лапой или загривком. Хотя она была одним из самых грозных хищников Африки, столкнувшись с этой тонкой границей между жизнью и смертью,
Ила превратилась в простую, отчаявшуюся мать, чей инстинкт боролся с сухой реальностью невозможного. Она знала, безрассудный прыжок лишь приведет к ее пленению в воде или, того хуже, к тому, что она сама станет жертвой. И тогда Прайд потеряет свою единственную надежду. Другие члены Прайда также собрались вокруг краев, образовав молчаливый круг тревоги. Они стояли плечом к плечу, и в их глазах читалось то же первобытное напряжение, та же паника, что и у Лейлы. Их коллективная сила, собранная в единый строй, была в этот момент бессильна перед природными силами гравитации и эрозии, которые не знали ни страха, ни сострадания. И тогда настоящая угроза, до того скрытая под гладью, возникла из-под поверхности воды, постепенно превращая опасность в неизбежность. Сначала это была лишь слабая рябь, едва заметное движение, едва различимое в отражениях, тонкая дрожь, которую могли уловить только глаза и опыт настоящих охотников, таких как Лейла. Затем показалась приплюснутая голова. Древняя, покрытая грубой чешуей кожа медленно вынырнула из воды, словно сама история реки ожила в одном существе. Это был старый охотник, колоссальный и холодный нильский крокодил, знакомый местным водам и привычный на этом участке, чьи зубы и терпение сделали его в прошлом успешным и опасным хищником. Его холодные желтые глаза не моргали, полностью сосредоточенные и направленные на маленькую беспомощную цель — на Кео. Легкая, казалось бы, добыча, заточенная прямо у самой кромки воды, выглядела как подарок судьбы. Старый охотник двигался медленно и расчетливо, почти бесшумно. Его выжидательная тактика, терпение и физическая мощь означали, что ему не нужно было торопиться. Время было на его стороне. Лейла издала ужасающий предупредительный визг, звук, полный одновременной ярости и мольбы о пощаде или чуде, но крокодил ответил лишь смертельной, равнодушной тишиной и не прерывал своего подхода. Расстояние между Кео и пастью стремительно сокращалось. Неравная борьба за выживание началась, и единственное, что львы могли делать, стоять на берегу и наблюдать, как их единственный детеныш оказывается лицом к лицу со смертью, не имея возможности вмешаться иначе, чем криком. Старый охотник был близко, всего в нескольких мощных рывках от Кео. И в его намерениях не было и капли сомнения, он направлялся за едой. Под усиливающимся солнечным светом его чешуя блестела, как отполированная сталь, и это придавало сцене еще более гротескный и холодный вид на спокойной водной глади. Кео оказался полностью парализован страхом. Его крики постепенно стихали и уступали место удушливым хрипам, от которых казалось, что воздух вокруг сгущается. Щенок пытался отступить, прижимаясь ко влажной глине, но крутой скользкий склон оказался непреодолимой стеной безнадежности. Каждая попытка найти опору оказывалась тщетной. Терпение крокодила явно истекало. Он чуть опустил тело под воду, набирая разгон для внезапного броска. Это было расчетливое и смертоносное нападение, продуманное до малейшей детали. На берегу Лейла так яростно ревела, что казалось, ее горло вот-вот прольет кровь. Она беспорядочно носилась вдоль каждого метра края утеса, ища хоть малую точку опоры, пытаясь из последних сил дотянуться до своего дитя. Она пыталась дотянуться еще раз и коснуться Кео, но расстояние все еще оставалось смертельно большим, а риск слишком велик. Ила знала о мощном укусе крокодила и его ужасающей скорости под водой. Она понимала, что неразумный, поспешный прыжок с ее стороны обернется трагедией. Она сражалась с слонами, отстаивала свою территорию против гиен, но никогда не чувствовала такого беспомощного ужаса. Ее физическая сила, высшее оружие хищника, оказалась бессильной перед разрывом рельефа и скрытностью другого мастера охоты. Все, что она могла,
это смотреть, как ее единственный детеныш скользит в круг смерти. Бессилие Лейлы превратилось в отчаянный болезненный рев, звук, означающий самую горькую из возможных капитуляций. После ужасного, казалось бы, замершего момента старый охотник внезапно ускорился. И этот момент стал решающим. Вода всплеснула так, что брызги разлетелись по берегу. Он открыл свою громадную пасть, и острые зубы были готовы сомкнуться над добычей. Крокодил ринулся, его огромное тело вырвалось из воды, и все произошло в одно мгновение, слишком быстро, чтобы кто-либо мог среагировать. Кео зажмурился, готовясь к неизбежному. Пришел час судьбы, и казалось, что ничто не может изменить ход событий. Ила, с глазами полными отчаяния и боли, могла лишь безуспешно протянуть лапы в воздух, пытаясь схватить невидимый шанс. Это ужасающее зрелище должно было преследовать ее всю оставшуюся жизнь. Надвигающийся звук удара, бессилие матери и неминуемая смерть ребенка. Казалось, никакое чудо не способно вмешаться в суровые законы природы, и судьба Кидо была уже предрешена. Однако именно в этот миг произошел неожиданный сдвиг, нарушивший ожидаемый ход событий. И как только крокодиловые челюсти были готовы сомкнуться, произошел сейсмический перелом. Вода, взбаламученная атакой рептилии, вдруг взметнулась еще яростнее, словно под ней разорвался вулкан. Это был не крокодил, а огромный темный комок мышцы, внезапно всплывший из глубин. Пинда, массивный самец гиппопотама, внезапно вынырнул, выпустив оглушительный рев ярости, которым потряс окрестности и нарушил спокойствие реки. Крокодил допустил роковую ошибку. Он охотился слишком близко к территории Пенды, и за это пришлось расплачиваться. Это не было актом осознанного спасения. Пинда защищал свою территорию с яростью и решимостью, диктуемыми природой и инстинктом, и его поведение было жестокой, но понятной реакцией на нарушителя. Пенда ринулся прямо на крокодила. Бегемоты, один из самых агрессивных видов Африки, были не из тех, кто уступает, и его ярость оказалась неудержимой. Два гиганта реки, рептилия и млекопитающее, погрузились в яростную громовую схватку. Река Луонгва превратилась в бурлящий белый водоворот с грязью и брызгами, разлетающимися в воздух, и звук столкновения заглушил все вокруг. Крокодил, хоть и могучий, оказался в замешательстве и был вынужден отбиваться против более крупного, более агрессивного и не менее беспощадного противника. Этот хаос, кажущийся катастрофическим в масштабе, создал, тем не менее, малое, но судьбоносное чудо для Кео. Жестокая схватка между Пиндой и крокодилом породила мощную волну и сильный поток, которые столкнули маленького щенка чуть ближе к берегу. Движение было незначительным, всего на руку вытянутой лапы, но его оказалось достаточно, чтобы изменить исход. На берегу Ила, застывшая в отчаянии и наблюдавшая за происходящим, поняла, что это ее единственный шанс действовать. Ее долго сдерживаемый материнский инстинкт взорвался, и она, уже не охотница, а живая спасательная сила, полностью переключилась на одно — спасти своего ребенка. Ила пригнулась, растянув тело до предела. Все ее внимание и энергия сосредоточились в задних лапах, которые вгрызались в скользкую землю, и она напряглась, чтобы выжать из себя последнее. Она опустила голову и осторожно схватила Кео за загривок. Это был тонкий, но важный расчет. Ила не могла позволить себе ошибку, слишком сильная тяга могла травмировать хрупкого щенка, слишком слабая — отпустить его в верную гибель. С матерью удивительной точности она применила нежный, но твердый захват за мягкую кожу Кето, соблюдая ту грань, где сила становится спасением, а не разрушением. И затем с натужным рыком, не от злости, а от предельного усилия, Ила задействовала все мышцы тела,
чтобы вытащить Кео наверх. Щенок вырвался из холодной воды, из хаоса и из пасти смерти. Его мокрый дрожащий корпус выскользнул на твердую землю, и воздух, полный напряжения, словно вздохнул с облегчением. Ила вытащила Кео на высокий утес, аккуратно положив его в безопасности на сухой берег, где остальные члены прайда стояли, затаив дыхание и с облегчением, которое было слышно и видно в их позах и взглядах. Жизнь победила в этот момент. Маленькая победа над большой жестокостью природы. На высокой насыпи Кео лежал, свернувшись клубком, изможденный и промокший, но живой и в относительной безопасности. Все его тело дрожало не от холода, а от высвобождения крайнего страха, который сжимал его с самого начала. Ила немедленно переключилась с режима борьбы на режим ухода. Она легла рядом, ласково и тепло вылизывая Кео своей шершавой, грубой, но заботливой пастью, старательно смывая с маленькой шкуры остатки грязи и следы ужаса. Каждый ее язычок был словно маленькое подтверждение жизни, обет и обещание, что кошмар кончился и сейчас начнется восстановление. В ее огромном облегчении Ила издавала глубокие, мягкие урчания, звуки безопасности, спокойствия и интенсивной материнской любви, которые передавались и щенку, и окружающим. Кео прижался головой к матери, ища тепло, утешение и мир, который у него попытались отнять в тот смертельный миг. Прайд Муэзи теперь окончательно расслабился. Их напряжение растворилось, уступив место тихому, но глубоко прочувствованному удовлетворению и благодарности за спасение. Они посмотрели вниз на реку Луанва внизу, где только что кипела схватка. Теперь она утихла, и видно было, как вода постепенно возвращается к своему привычному течению. Схватка закончилась. Старый охотник отступил, ускользнув в глубины, а Пенда все еще на время настороженно помешивала воду, посылая последние предупредительные выдохи и рычания как знак удержания своей территории. Ила посмотрела вниз на бегемота, на нежданного, но внезапного спасителя своих детенышей, и в ее взгляде промелькнуло молчаливое понимание. Между ними не было слов или ритуалов благодарности, но было что-то глубже. Признание того, что жизнь Кео была спасена не вмешательством своих собратьев, а случайным, закономерным пересечением сил и инстинктов природы. Это было молчаливое первобытное чувство благодарности, не выраженное словами, но ощутимое в каждом движении и взгляде, к тому, кто непреднамеренно стал защитником их самого ценного. Солнце теперь стояло высоко в небе, наполняя мир теплом и отбрасывая свет на вновь обретенную безмятежность. Наступило время встать и идти дальше. Ила нежно подтолкнула Кео лапой, напоминая ему, что путь продолжается. Путь прайда, путь выживания и обучения. Она повернулась спиной к реке, унося с собой Кито, их единственную надежду в этой странной истории о нежелательной защите сердитого бегемота, и с этим маленьким чудом жизни прайд продолжил свое движение по землям, которые требовали постоянной бдительности и силы. Это ужасающее приключение стало для всех напоминанием о том, что в суровости природы жизнь все еще может удержаться благодаря самым неожиданным и порой жестоким элементам, будь то чужая ярость, границы территорий или простой случай. Жизнь Кидо, единственная надежда прайда, была спасена чистой территориальной яростью другого существа. И это поразительное, парадоксальное спасение стало частью их истории. Путешествие продолжается, и Кео будет расти с этой историей в душе. Историей о роковом рассвете на реке Луангва, о безысходной опасности и о том, что иногда величайшим спасителем становится тот, от кого меньше всего этого ждешь. Дикая природа остается постоянной цепью испытаний, требующих мужества, стойкости и готовности к неожиданностям, и эта история лишь одно из множества подтверждений этого закона. Если история драматического выживания Кэта
и безграничной любви Лейлы тронуло ваше сердце, не пропустите наши предстоящие путешествия и рассказы. В них будет еще много эмоциональных моментов, удивительных связей между видами и тонких, порой парадоксальных решений, которые предоставляет естественный мир. Нажмите кнопку подписки прямо сейчас и включите уведомления, чтобы присоединиться к нам в этих открытиях. Ваша поддержка, это не просто статистика, а реальная сила, позволяющая нам продолжать рассказывать эти удивительные, трогательные и поучительные истории о природе.